Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Продолжаю разбирать украшения, те, которые я нашла на свалке, на помойке. Все вам показываю, рассказываю. Небольшая ревизия моих украшений, цветочные темы. Я решила все-таки перебрать весь ящик. Остались украшения тоже вполне себе интересные. И давайте будем их тоже сегодня разбирать. Хочу разобрать вот эту кучу. Украшений много. Хочется их все привести в порядок. И, как говорится, место им достойное всем определить. Ну, давайте приступим. Украшений много, как я уже сказала. Кто прошлое видео не посмотрел, посмотрите. Там тоже очень интересная тема, цветочная. Разбирала я цветочные броши, цветочные клипсы. Все, что связано именно с этой темой, решила в один ящик перебрать, поместить. А сегодня давайте разберем вот эту кучу. Так, думаю, что вот эти украшения я из прошлого видео их уберу на место. Потому что мне все-таки нужно свободы, негде развернуться на самом деле. И давайте освобожу хотя бы одну сторону, чтобы брать и складывать. Так, ну давайте приступим. И первое, что попадается, это вот такое колье. Очень интересные бусины. Сейчас поближе вам покажу. С тонкой брошировкой. Бусины перемежаются с мелкими. И это бусы на цепочке. Видите, собраны на цепочку. И у них есть маркировка. Сейчас, минуточку. Так, и это... Не пойму, что. Кто, может быть, видит. Когда я нашла эти бусы, я изучила тему и рассказала, и успешно забыла. Очень много украшений и компаний, очень много тоже. Так, застежка у них. Кстати, вот их я иногда надеваю. Такие вот, вроде как бусики, но металлические. Кстати, вот к этим бусикам металлическим у меня есть и клипсы, серьги. Уже в этой же, по-моему, они компании. Да, сейчас, минуточку. Но здесь, по-моему, маркировка совсем другая. И это... Сейчас, минуточку. Вендом. Ну, Вендом компания это достойная. Сейчас с каждым годом цена на Вендом возрастает. Уж очень они подходят вот к этому колье. Я не знаю. Возможно, они просто в разное время производились, и маркировки отличаются. Бывает так, что одна компания в разное время по-разному маркируется. Ну, это вот точно не Вендом. Смотрите. Написано. Ну, как-то, возможно, по-другому маркировалось, но я это вижу как комплект. Согласны вы со мной или нет? Так что напишите, пожалуйста. Жду ваших рекомендаций и, возможно, подсказок. А так вот и цвет металла, и техника исполнения, и стиль. Ну, по стилю можно как бы не так сильно ориентироваться, потому что в определенные годы все компании, скажем, придерживались моде, да, и выпускали украшения в одном как-то стиле, но все равно. Так, следующее. Вот такое колье. Ну, я думаю, что вот подобного плана колье, мне как-то их нужно тоже переместить в другое место. Здесь вот тоже нет маркировки, но очень похоже на Кора 60-х. Сейчас, минуточку. Крючок, застежка. И вот мне напоминает это как рыбья кость. Ну, тоже подвижные звенья. Ну, скажем, вот качество металла все равно Кора 60-х, оно своеобразное. Очень похоже. Такое колье. Так, не буду затягивать видео, чтобы длинным не получилось. И давайте идем дальше. В этой же технике, в этом же стиле украшений, ну, как я уже сказала,
если это украшение одного периода, то, соответственно, в моде были какие-то элементы, да, что-то было модное, так что с ним не так, с ним все так, но его нужно вот расправлять. И думаю, что все-таки немножко по-другому надо хранить подобные украшения, да, чтобы вот они были в расправленном, что ли, виде хранились. Так, сейчас, минуточку. Так, за кадром не буду ничего расправлять. Кто-то мне написал, это все надо делать за кадром. Ну, чтобы еще как бы за кадром это все делать, это нужно очень много времени. Ну вот все пошло правильно дальше. Так, еще одно звено нужно расправить. Минуточку. Колье очень интересное на самом деле. Вот так. Интересно, ну, конечно же, тем, что оно винтажное. Маркировки здесь что-то похожее на маркировку есть. Да, здесь есть маркировка. Мане, между прочим, маркирована. Интересно еще оно не только своей маркировкой, но и металлом самим, да. Несколько оттенков металлов я тут вижу. И белый, серебро, и розовое золото, желтое золото, серебро, розовое золото, желтое золото. В общем, как-то так. Ну, интересно смотрится. Но по стилю, кстати, очень похоже с предыдущим украшением. Очень яркое, не останется незамеченным. Думаю, что это 60-е, 70-е годы. Ну и к подобным украшениям, кстати, очень легко и серьги подобрать. Просто вот белый металл, или желтый металл, или розовый металл. Все сюда хорошо подойдет. А если тем более есть сочетание металлов, то это классно. Вот, скажем, к ответу на тот вопрос, который тоже я получаю на своем канале про одежду, где я пытаюсь собирать образы, используя винтажные антикварные украшения. Кто-то мне написал, что нельзя в одном украшении, нельзя сочетать белый металл и желтый металл. Ну, почему же нельзя? Очень даже вполне можно. Не только как серьги и, скажем, колье какое-то, да, но и даже в одном украшении вполне это хорошо. И давно уже пройденный этап, давно хорошо сочетать. В общем, да, не буду на этом тоже долго останавливаться. Так, здесь я вижу, что попала брошь. Ее нужно переселить в другое место. Такая трубочка, такая легкая, объемная, ее в другое место поместить нужно. Так, следующее колье бусы. Что это? Цепочка. И эта цепочка очень интересная. Вижу, что есть маркировка. С минуточку. Рассмотрим маркировку. Это тоже Мане. Я вот думаю, может быть, мне действительно как-то по компаниям, по маркировкам сортировать украшения. Вот Мане к Мане. Но они тоже ведь в разные стилистики бывают. И как-то тоже иногда не по теме не совпадает. В общем, подскажите, мои дорогие друзья, как лучше сделать. Это вечная тема. Я думаю, что у тех любителей винтажных антикварных украшений всегда есть такая тема, что постоянно как-то формы хранения, они все равно тестируются, меняются, проверяются, что-то подходит, что-то не подходит. Но интересная вот эта вот цепочка, почему-то я ее так далеко убрала, она вполне может использоваться и в современных каких-то аутфитах, если какой-то, возможно, даже кулон. У меня от Мане есть много кулонов, так что вот эту цепочку я далеко не буду убирать, попробую ее как-то немножко разнообразить, что ли, чтобы была не просто цепочка, а именно с кулончиком. Кулонов у меня тоже много. Так, следующее. Это тоже маркированное украшение. Первым делом давайте маркировку посмотрим. Кто-то тоже мне написал маркировку, зачем она нужна, и это не важно. Это очень даже жудежу. Тоже хорошее украшение. С хорошей маркировкой. Очень в хорошем состоянии. Во-первых, зная маркировку, можно определить не только возраст, но и знать историю украшений, историю брендов. Очень интересно на самом деле. Так, еще бы все запоминать.
Но у меня есть специальный журнал, где я записываю и не только маркировка, как маркировалось украшение, но и названия брендов, история брендов. Как бы вот так. Но это тоже все требует времени, так что... Так, и здесь вот Avon написано, но качество очень хорошее. Я уже тоже про компанию Avon много рассказывала. Это компания, которая не производит и не производила украшения, бижутерию, заказывала все свои вот эти вещицы, украшения у известных брендов и дизайнеров, поэтому качественная бижутерия, особенно винтажный Avon, вполне себе может оказаться достойным украшением, ну и сохранность, качество хорошее. Так, следующая куча украшений, которые тоже хочется разобрать. Это вот следующая кучка, тоже я тут буду брать по одному украшению. Ну, пожалуй, вот этот отсек разберем и прервемся для следующего видео. Так, здесь у меня собраны броши. Тоже все броши найдены, как я уже всегда говорю, на свалках, помойках. Кому не нравится слово помойки, как говорится, затыкайте ушки. В общем, вот такая брошь. И здесь она, по-моему, тоже с маркировкой. Нет, ошиблась. Посчитала, что здесь вот что-то написано. Ошибочка вышла. Если видите, мои дорогие друзья, пишите. В отличном состоянии, очень красивая такая лента, цветок, бант, я не знаю, как это назвать. Так, следующая, это вот такая очень нежная филигрань, штампованная филигрань и брошечка очень нежная тоже. Думаю, винтажный возраст она имеет. Тоже, мне кажется, это позолота. Красивая такая брошь, нежные листики. Так, буду ускоряться, а то опять длинное видео появится. Ой, получится. Здесь вот уже филигрань настоящая. Вот давайте, кто-то мне тоже написал, поправлял меня, что я неправильно называю. Смотрите, вот чем отличается филигрань штампованная от натуральной филиграни. Штампованная, она, конечно, резной рисунок. Все это тоже очень нежно выглядит. Но если присмотреться, вы не увидите сами проволочки, из которых вот этот филигранный рисунок и должен состоять. А вот у настоящей филиграни, у этой броши, вы видите, что есть прям, вы можете увидеть саму проволочку, да, и которая вот скручена таким образом, очень тонкая работа. Ну, скажем, вот на расстоянии можно и не отличить, но при близком рассмотрении вы сразу поймете, где штампованная филигрань, а где настоящая филигрань. Так, идем дальше. Здесь вот что это? Цветок, лист, непонятно. Но тоже в хорошем состоянии и старая застежка. Похоже на кору. Вот металл кора, который я вам показывала, ранний 50-х годов. Он вот такой вот. Сплав у него хрупкий. Восстановить невозможно. Я вам, по-моему, в прошлом, да, показывала. Сейчас, если не убрала далеко. Сейчас я покажу. Да, вот такой вот металл хрупкий. Он как будто бы внешний вид у него как будто пластик покрытый. Но это металл, он легкий, он красивый, он очень, скажем, покрытие не сходит с него, все, но он очень хрупкий. То есть, если что-то погнется, то, в общем-то, если неаккуратно обращаться с украшениями вот из этого металла, то им конец придет очень быстро. Так, давайте идем дальше с этими украшениями. Такая мелкая брошечка тоже совсем недавно найдена. Вот вам тоже я ее совсем недавно показывала без маркировки. Я не знаю, или как-то с жемчугом. Но у меня уже есть комод для украшений с жемчугом. Он тоже у меня полностью забит. В общем, как-то так. Да, а я поняла, в этом отсеке у меня украшения с жемчужинами, то есть броши с жемчужинами. Так, здесь вот какая интересная брошечка. Сейчас, минутку. У нее есть маркировка.
И это Сара Кавентри. Такая брошечка чудная. Очень красивая. Изящная. Тут вроде ничего такого, но вот такая тонкая работа. Очень люблю я Сара Кавентри. И металлы. У них очень часто украшения с комбинированными металлами, брошированные, глянцевые. Вот это их тоже отличительная черта. Он вроде как простая, но тут, видите, все как непросто. Чудесная брошечка. Так, следующая брошь-локет. Тоже я его показывала. Это Avon. Ну, как я уже сказала, винтажный Avon мне очень нравится. Здесь можно либо войлочную салфеточку пропитанную с каким-то ароматом. Можно что-то еще, все что угодно. Такая тоже чудная вещица. Ну, так что обратите внимание на винтажный Avon. Там тоже много есть чего интересного, красивого. Так, следующая брошечка вот такая. Здесь маркировки нет, но она такая тяжеловатая, старенькая, толстая игла. Тоже, думаю, 70-е. И очень такая нежная. И все жемчужины в отличном состоянии. Ну, редко, кстати, вот мне попадались вот же эти броши с жемчужинами. И жемчужины практически все в хорошем состоянии. Либо просто так с ними хорошо обращались. Но я думаю, что это и тот момент, что это жемчужины хорошего качества. Ну, я так условно говорю, конечно, это искусственные жемчужины. Но, тем не менее, покрытие очень качественное. Так, и следующая брошь такая ажурная, как в форме планки, но она такая интересная, ажурная брошечка. Так, вот так обратная сторона выглядит. Маркировки не вижу. Тоже в открытом состоянии она. Такая чудная вещица. Мои дорогие, напишите, пожалуйста, понравился ли вам сегодняшний разбор, свое мнение, впечатление. Напишите дополнение или что-то я неправильно сказала, обязательно поправляйте, добавляйте, дополняйте. Знание – это сила, поэтому давайте будем учиться друг у друга. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.